Всем привет, друзья! Настал этот день, которого мы так ждали. У нас получилось собрать долгожданную модификацию ВИЗ-2349 с рефрижераторной установкой и кондиционером в салон для всех тех, кто так давно спрашивал, можно ли сохранить кондиционер и иметь рефрижераторную установку. Этот день настал. Наш корпоративный клиент, который занимается перевозкой фармацевтических препаратов, поставил нам техническую задачу подготовить автомобиль вот такого класса, небольшого компактного грузовичка, с обязательным сохранением кондиционера в салоне и холодильной установки, которая позволит перевозить в нужный температурный режим. И мы на базе ВИЗ-2349 смогли это сделать. Каждую задачу мы привыкли раскладывать на составляющие. И теперь мы поподробнее вам расскажем, из чего наш автомобиль состоит, каждый взятый нами продуманный компонент. Составляющая первая – базовое шасси. Нам была необходима перевозка груза примерно 650 кг. Для этого мы взяли базовое шасси, очень распространенные, известные и зарекомендовавшие себя как неплохо, ВИЗ-2349 на базе Lada Granta. Ничего нового здесь нет. Единственная комплектация с завода, белый цвет, неплохие зеркала, передний привод, бензиновый двигатель. Все, что мы здесь сделали, это добавили дополнительные рессоры на заднюю ось. Составляющая номер 2. Изотермический фургон производства завода Медкомплекс. Толщина стен 50 мм, обшивка снаружи лакированная сталь, обрамление задняя рамка оцинкованная крашеная сталь, фурнитура оцинкованная сталь. Этих параметров фургона хватает для того, чтобы перевозить температурные грузы, какие у нас требовались при соблюдении режима +2, +8, круглый год. Размеры нашего фургона: длина 2,20, увеличенная по сравнению с обычным на 30 см. Ширина 1,70 м стандартная, иначе зеркала не увидишь. Высота увеличенная 1,50 м, базовая высота 1,20 м, у нас 1,50 м. В пересчете это дает нам по наружным габаритам примерно 5,6 объема. Внутренний объем у нас 4,5 куба, а по палетам это 3 европалета вместимости. Внутренние чистые размеры нашего грузового отсека: длина 2,09 м, ширина 1,59 м, высота 1,39 м. Если для вас важен каждый сантиметр, то имейте это в виду. Компонент номер 3. Кондиционер. Парадокс ситуации заключается в том, что на легковых версиях Lada Granta штатный кондиционер есть. На этой модификации с завода такая опция не предусмотрена. Что мы сделали? Мы взяли полный комплект штатного кондиционера и установили его сюда и вывели кнопку включения кондиционера. Компонент номер 4. Универсальная холодильная отопительная установка нашего партнера, американской компании Thermo King. Индекс у этого холодильного агрегата B100. Он работает, в отличие от общепринятых и классических систем, от бортовой сети. Все компоненты, нужные для его работы, находятся непосредственно в нем внутри. Ему нужно только напряжение бортовой сети и питание от нее. Компонент номер 5. Устройство, которое позволяет отслеживать температуру и распечатывать ленту отсчет. Мы разместили регистратор температурных данных с поверкой на 2 года. Модель TouchPrint Data Logger. Здесь в бардачке. Потому что единственное место, где еще можно это дело разместить, это штатное место под магнитолу. Дорогостоящая вещь, которую иногда воруют, поэтому по просьбе нашего клиента мы разместили здесь, и никто ни о чем не знает. Кроме тех, кто посмотрел это видео, да? Один нюанс, который мы выяснили при сборке этого автомобиля, это необходимость замены штатного генератора на более мощный, усиленный, так как у нас появляется дополнительный потребитель энергии. Поэтому, чтобы, как говорится, перебздеть, мы установили сюда этот мощный генератор. Итак,
чтобы получить полнокомплектный автомобиль для перевозки медикаментов, нам потребуется 5 составляющих. Первое. Базовое шасси ВИЗ 2349 Гранта с усиленными рессорами. Второе составляющее. Изотермический кузов увеличенных размеров, примерно 4,5 куба по внутренним габаритам. Третье. В штатные места нештатный кондиционер, который у нас здесь установлен и очень хорошо работает. Четвертое. Электрический холодильно-отопительный агрегат американской корпорации Thermo King модель B100, который будет работать независимо от того, включен ваш автомобиль или не включен. И пятый компонент – это регистратор температурных данных с поверкой на 2 года, который позволяет вам отслеживать температуру внутри и распечатывать ленту отчета. Не считая всех этих нюансов в виде усиленного генератора, обтекателя на кабину, ковриков в салон, которые нашему клиенту достанутся в виде бонуса, а также набор автомобилиста и доставка из Долгопрудного в город Люберцы, все это обходится по стоимости примерно в 1 миллион 250 тысяч рублей. Если такой вариант автомобиля вас заинтересовал, обращайтесь в наш автосалон. До новых встреч, пока!